Приветствую на своем канале, друзья! В этом ролике я бы хотел обратить ваше внимание на титульный поединок в тяжелой весовой категории. Фрэнсис Нганну попытается забрать пояс у действующего чемпиона Стипи Миочича. 28 марта в Лас-Вегасе на Apex Arena Main Event будет очень жарким. Несколько уверенных исходов на этот бой можно спрогнозировать. А перед началом этого ролика я попрошу подписаться и поставить лайк, для меня это важно. Фрэнсис Нганну – главный нокаутер организации UFC, тяжеловес из Камеруна, прошедший достаточно тернистый путь от тяжелого детства в центральноафриканском регионе до первых строчек рейтинга в самой популярной бойцовской организации мира. Ни рабский физический труд в песчаном карьере, ни жизнь бездомного на улицах Парижа, ни тяжелое заболевание не смогли убить во Фрэнсисе веру в себя и тягу к боевым искусствам. Только к 22 годам парню удалось начать заниматься боксом постоянно, а после эмиграции во Францию Нганну попробовал себя в смешанных единоборствах и уже через 2 года провел свой дебют в UFC против Луиса Энрике 19 декабря 2015 года, который выиграл нокаутом во втором раунде. Всего в профессиональной карьере Фрэнсис провел 18 боев, в 15 одержал победу досрочно, а в 3 проиграл решением. 5 раз становился обладателем премии «Выступление вечера». О карьере жесточайшего нокаутера UFC, человека с самым сильным ударом на планете в 1300 кг, можно снимать целые фильмы. Однако в рамках моего прогноза на предстоящий поединок я лишь отмечу сильные и слабые стороны бойца, его текущую форму и геймплан на бой. Поставленный очень мощный нокаутирующий удар и взрывную силу, заложенную природой в тело этого спортсмена, несомненно относим к сильным его сторонам. Обратите внимание на то, в какой глубокий нокаут был отправлен Алистар Аверим на 2-й минуте боя. Многие в тот момент начали переживать за его жизнь и дальнейшую реабилитацию. Андрей Орловский, Кертис Блейдс, Кейн Веласкес, Джуниор Дос Сантос. Все они были жестко нокаутированы Фрэнсисом Нганну в первом же раунде, а в бою с Шаирзине Розенстрайком камерунцу потребовалось всего 19 секунд. Подобное становится возможным за счет интересной манеры движения и особенностей анатомии Нганну, которая позволяет даже при самых острых углах атаки не терять силу удара, вкладываясь всем телом. При этом сильный удар с такого угла и позиции получается для соперников совершенно неожиданным. Такая взрывная сила бойца, понятно, является собой отсутствие хорошей техники, тактики и тайминга. Конечно, неизвестно, на что сделан акцент в геймпланах команды Фрэнсиса, но очевидно, что мало какие из них удалось реализовать, ведь почти все бои заканчивались в первом раунде, а те, что тянулись всю дистанцию, шли по геймплану соперников и приводили к поражению. Борьба и партер Нганну посредственные. Есть, конечно, заготовки в проведении болевых приемов, но это скорее из программы всестороннего развития бойца, нежели навык, отработанный до автоматизма. Чувствуется большой пробел в этом направлении. Занятие боксом и начало профессиональной карьеры после 25. Стипи Миочич. Американский боец хорватского происхождения, является чемпионом и обладателем титула в тяжелой весовой категории, первый и единственный в истории боец UFC, сумевший защитить титул в тяжелом весе 3 раза подряд. Стипи Миочич с детства занимался спортом, добился определенных успехов в боксе и борьбе, став чемпионом штата в первом дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта. Вскоре Стипи решил попробовать себя в смешанных единоборствах. 20 февраля 2010 года он дебютировал на профессиональной арене в бою против Кори Мулиса, нокаутировав его уже на 17-й секунде поединка. Стипи Миочич продолжил свои выступления в местном кливлендском промоушене, уничтожая оппонента за оппонентом. В июне 2011 он одержал 6-ю досрочную победу подряд, выиграв у Бобби Брентса, и завоевал титул чемпиона. Сразу после этого успеха талантливый и зрелищный тяжеловес получил предложение из UFC, в котором из 18 проведенных боев одержал победу в 15. В его копилке побед такие имена, как Габриэль Гонзага, Фабио Мальдонадо, Фабрисио Вердум, Алистар Аверим, ну и, конечно же, трилогия с Даниэлем Кормье, 2 раза из которых оставались за Миочичем.
Стипе Миочич обладает достаточной функциональной выносливостью, что позволяет ему с легкостью преодолевать дистанцию в 5 раундов, несмотря на свою весовую категорию, в которой бойцы обычно рассчитывают на скорейшее завершение поединка нокаутом или болевым. Хорват же, напротив, первые 2 раунда только проводит разведку слабых сторон оппонента, терпеливо выжидая истечения его выносливости, а после уже начинает разбирать и навязывать свою игру. Борьба у Стипе на уровне, однако ее он использует крайне редко, скорее как защиту от тейкдаунов, а также проходя в ноги под удары соперников. На земле он концентрируется на удержании и добивании. Основной же стиль пожарного из Кливленда построен на техничном джебе, которым он проводит разведку, а после бьет свой фирменный кросс правой за рукой противника так, что этот удар невозможно увидеть. Отличным футворком, высокой мобильностью и тяжелыми прямыми ударами Стипе Миочич завоевал титул и многократно его защищал. Настоящий чемпион и мастер своего дела. Из минусов можно выделить постоянно опущенные руки, а также что в случае, когда Даниэль Кормье нейтрализовал правый кросс Стипе, это вело его в ступор, а в дальнейшем к нокауту. Чтобы составить прогноз на такой непредсказуемый бой, был затрачен не один день. И после детального изучения всех составляющих получаем следующее. Миочич скорее всего будет придерживаться той же тактики. В первом раунде избегать жесткого контакта с Нганну и разрывать дистанцию, обманками прощупывая его текущие кондиции, во втором раунде пробовать точные скоростные попадания, а также под удары Фрэнсиса проводить переводы в партер и контроль у сетки, всячески выматывая соперника. Фрэнсис с большой степенью вероятности пойдет по классической тактике тяжей. Как можно скорее нокаутировать, пока есть силы и нет урона. Хоть он сам и заявляет, что за 2 года провел большую работу над ошибками, верится в это трудно. Навряд ли он смог бы перестроить работу тела под длительные нагрузки в таком возрасте, тем более что последние 4 поединка за 2 года длились по 1 раунду. А что же касается навыков бойца, то без сомнений они ни тогда, ни сейчас не идут ни в какое сравнение с опытом, техникой, скоростью и таймингом Стипе Миочича. У хорвата есть самый настоящий бойцовский интеллект, отличная команда, грамотно тактически выстроенные геймпланы. Методично пожарный тушит все планы Даны Уайта относительно тяжелой весовой, ведь история Фрэнсиса Нганну выглядит куда более перспективней и чем-то схожа с историей сантехника из Дублина. Все предыдущие бои Стипе раскручивали медийностью его соперников, как и этот в принципе. Кому интересен скромный семьянин, пожарный из Огайо, который, как и бойцы старой школы Федор Емельяненко и Мирко Филиппович, скромно проводит пресс-конференции, а доказывает свое преимущество не словом, а на деле. Здесь же отмечаю, что вся машина промоушена будет направлена на триумфальное восхождение нового чемпиона. Оттого все спорные ситуации будут разрешаться не в пользу Стипе Миочича. Этому всему камерунец может противопоставить лишь разрушительный нокаутирующий удар и огромную физическую силу тела, а с учетом того, что Стипе Миочич достаточно часто пропускает удары, выходит, что шансы примерно равны, около 45% вероятности победы Стипе и 55% за Фрэнсисом. С другой стороны, точно такие же шансы у бойцов на досрочное завершение поединка, потому как даже если и удастся снивелировать хорвату жесточайшие удары камерунца, то в нокаут он его точно отправить не сможет. Это на протяжении всей карьеры Нганну не удавалось никому. Отсюда и вывод: если Нганну и одержит победу, то только нокаутом, а Стипе сможет обыграть только по очкам. На сегодня букмекеры оценивают победу хищника в 1,70, а пожарный идет андердогом за 2,20. При таком раскладе андердог сильно недооценен, а с учетом того, что шансы у бойцов примерно равные, тем, кто играет на дистанции, стоит рассмотреть победу Миочича, в других же случаях навряд ли получится заработать на этом бою. Слишком много переменных в уравнении, предугадать их невозможно. Спасибо за внимание, подписчики и гости моего канала. Жду ваши прогнозы в комментариях к этому видео.